Маzeltov, дорогие зрители! Вы смотрите прямое включение из Кащинской больницы, и с вами студия Трэш Мастерс. От лица всего коллектива я поздравляю вас с приобретением коллекционного издания игры, ну или со скачкой нашего замечательного продукта с торрентов. Сейчас мы попробуем рассказать вам, приоткрыть вам, так сказать, завесу тайны над тем, как, кем, зачем и почему, блядь, так долго делался великий продукт Postal 3. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. С другом, братом Винсом, ну да, познакомились мы не случайно, вот, потому что хотели завязать совместный прибыльный бизнес поначалу. И, в общем-то, даже сперва так оно и получалось, пока не взялись за разработку Postal 3. Честно говоря, я был немножко удивлен, когда узнал, какие были цифры продаж Postal 2 в России, а потом еще и аддонов. Postal был супер успешным, надеюсь, таким и останется. Мы продали за все время... Продали около 2 миллионов в России. Отставить миллион. Пизжу. Да, миллион советских граждан. С одной стороны, это как бы удивительно, потому что это Postal. А с другой, неудивительно абсолютно по той же самой причине. Игра, она располагает к тому, чтобы люди ее покупали, особенно дети. Да, купили, кстати, ее в тот момент за какие-то чудовищные деньги. Не буду называть сколько, хотя назову. По-моему, $1030 она стоила. В жесточайшей конкурентной борьбе с компанией 1С. Вот. И потом, когда продажи стали зашкаливать, стали исчисляться сотнями тысяч, мы поняли, что практически не прогадали. Народ на него, в общем-то, это, как бы это сказать, покультурнее, очень его любит. Очень тяжело не полюбить такую игру, очень тяжело не полюбить игру, где там, не знаю, там крайне жестоко убиваешь людей, там бьешь их электрошоком, вот ты можешь на них там, например, написать, они бегают, блюют. Это действительно вот все то, что мы так любим в компьютерных играх. Это, возможно, даже единственное, что мы любим в компьютерных играх, и втайне надеемся всегда это увидеть. Даже когда мы играем в Марио, нам хотелось бы. Как-то вот Такела пыталась браться, найти подход к этому бренду с точки зрения, а не разработать ли что-нибудь нам под брендом Postal. Вот. И даже выходил такой стендалон аддон под названием «Штопор жжет». Штопор жжет. Ну и, в общем-то, стопор вполне себе зажег, особенно в плане продаж. Вот. И та же самая студия, которая делала «Стопор жжет», вот, стала делать и третий Postal. Нет, не та же самая, совсем другая студия. Студия Авалон, да, студия. под другим названием. Продукт получился, конечно, не очень, несмотря на то, что ребята очень любили все это, вот, но то ли не заладилось у них, то ли мастерства не хватило. Нынешний же продукт, это уже, собственно, продукт совершенно пересмотренным отношением к разработке как таковой и особенно к бренду Postal. Кстати, очень неплохо получилось в целом, если посмотреть на результат. Как все было-то, цены на зарубежные лицензии росли, вот, а оказалось, что разрабатывать игры мы умеем. Вот, ну и подумали, что если сейчас разработаем сами, да еще недорого, да и быстро, а продукт супер успешный, все хотят. Мы издавали первые 2 Postal, мы потом сделали аддон, и, в общем, логично казалось с точки зрения бизнеса делать третий Postal. А сам Винс с компанией, наверное, не потянет такого глобального-то. Вот, ну и взялись. Ну, изначально идея делать Postal, в общем, была наша. Но она была с радостью ухвачена, так сказать, отцами, основателями супербренда. Более того, дядя Винс с этой идеей носился, ну так, не то чтобы носился, но, насколько я помню, начал ее активно питчить, в частности нам, где-то тоже в районе там E3
4-5 года я вообще вот в первый раз, в принципе, услышал о том, что и дядя Винс заинтересован в совместной разработке следующей части Postal. Вопрос о выборе разработчика проектов не стоял. Вообще в качестве непосредственного исполнителя рассматривалась одна украинская команда. Уважаемые хорошие люди, мы не будем их называть. Зачем? Вот. Они делают, в принципе, свои самобытные хорошие игры, и у них все хорошо. Вот. Самобытные-то они, безусловно, самобытные, но хорошие или нет, тут это вопрос серьезный. Я бы вот с такой уверенностью не говорил. Но, честно говоря, я не помню, почему именно тогда все не срослось. Подозреваю, что просто потому, что всем было, то есть всем в данном случае руководителям уважаемой компании Aquila было не совсем до этих материй. Вот. Инвесторы, там, издательская деятельность, проекты, такие проекты, сякие проекты. Вот. А этим, в общем, надо было как-то, должен был какой-то быть человек, который бы эту всю тему начал тянуть. Вот. А так вот прямо, вот так вот сходу, с полпинка такого человека вроде как не находилось. И вот как-то поэтому вся эта ботва с совместной разработкой, с постом, со всеми делами была отложена где-то до весны 2006 года, когда стало понятно, что студия Андрея Белкина все-таки героически закончит свой нескончаемый, казалось бы, военно-морской эпик Swashbucklers, и дальше ей делать будет совершенно нечего. Вот тогда к идее о Postal 3 в Aquila было как-то решено вернуться. К тому моменту с дядюшкой Винсом я уже был лично знаком. Он несколько раз приезжал на ивенты, посвященные, в частности, там, вот, запуску Аддона, который разрабатывала студия Avalon, которая штопор жжет. Личные отношения были, и в целом неприязни данные граждане вроде не вызывали. Почему бы и нет? Да? И написал я тогда эпическое письмо. Я, в принципе, его даже могу, наверное, сейчас найти. Собственно, с этого все и закрутилось. В принципе, достаточно логично, что за Postal 3 взялась команда, которую мы сейчас знаем как Trash Masters. Она, по сути своей, вобрала в себя все лучшее, что было в нашей компании, и назад не отдает. Ну, во-первых, название располагает, идеология располагает. Кроме того, в общем-то, вот этот уклон в трэш, он в определенный момент начал проявляться даже в, казалось бы, достаточно серьезных проектах. Также в Swashbucklers можно вполне себе проследить очень своеобразные отсылки, очень такой, можно даже сказать, постмодернистский настрой. Хотя это, в общем, ругательное слово. Поскольку контракты в отечественной индустрии подписываются долго, можно было подписать меморандум о намерениях, который позволил бы чисто с юридической точки зрения студии начать работу. То есть можно, конечно, и без него, но как-то не кошерно. Но не вдаваясь в детали, мы договорились быстро. Потом, правда, в детали вдались стало, в общем, чуть сложнее, но в целом мы договорились даже о деталях. Меморандум мы подписывали полгода. Это, наверное, был вот первый такой тест наших отношений дружеских с коллективом Rhine with Scissors, и конкретно вот отношений там, между там, Винсом Дези и мной, там, Вовой, Димой и так далее. Со стороны Винса каждый комментарий, отсылаемый на договор, вызывал крайне бурную реакцию. Вот в стиле, знаете, итальянских комедий 70-х годов. То есть, вот, ну, к сожалению, по имейлу нельзя там макаронами друг друга бросить, да, там, в лицо. Там. Ну вот, в принципе, наверное, если бы были в одной комнате, как-то так оно бы и происходило. Вот. С бросанием всего, сейчас я уйду, я тебя больше не люблю, там, и так далее, и так далее. В итоге же Aquila и Rhine with Scissors друг друга все-таки полюбили. Полюбили всерьез, полюбили надолго. Это был колоссальный опыт, во-первых.
А во-вторых, несмотря на весь вот фарс, порой там происходивший между нами и Винсом, действительно получился очень классный текст, который нас, наши, вот как в фильме, там вот сковал там наручниками. И вот бежите до конца, а ключ вот в конце, и все. И по-другому вы друг без друга там добежать уже никак не сможете. Короче говоря, рабочая группа, по-моему, занялась какими-то первыми исследованиями летом 6-го года, то есть в конце весны, в начале там, июня уже что-то люди начали делать. Арт-стиль тогда задавал арт-директор компании Rainbow Scissors Джош. Он прислал нам кучу таких тимбертоновских, таких гротескных концептов. Наши художники этим прониклись и тоже присоединились к процессу. Тогда, наверное, наши доблестные художники в лице Меха и Артема нарисовали самые первые скетчи, локации с парком, со сквером, с отелем и ресторанчиком «Амстердам». Вот. И вообще шли попытки найти какой-то арт-стиль, не совсем реалистичный, с какими-то там кривыми стенами, то есть вот такой гротеск. Вот. Что-то в этом на самом деле было, и, в общем, многие люди скучают по именно такому прочтению арта в игре. Джош также пытался создавать стиль и с персонажами. Вот, в частности, он прислал нам первую самую модель для игры Postal 3, модель полицейского. Такого весьма мультяшного и карикатурного. Первыми прототипами нашего главного героя, то есть еще даже до появления самой первой модели главного персонажа, которую делали РВСовцы, я помню, что на самых таких ранних каких-то этапах по уровню сначала бегала Алекс из Half-Life 2, не Гордон Фриман, просто потому что модели Гордона Фримана нормальной, в общем-то, нет. А Алекс была достаточно и детально проработана, то есть, в общем, могла представлять какой-то такой прототип будущего нашего аватара. Вот. А впоследствии уже, чтобы проверить, а можно ли теперь не халфовые какие-то ресурсы использовать, а в принципе свои, мы засунули туда одну из последних версий Axel Rage. В общем, отлично побегал какое-то время. Даже, по-моему, есть несколько исторических видеофайлов, подтверждающих эту легенду. Я уж не помню, у кого из них там арбалет в заднице был. То ли Алекс, то ли у Акселя. Ну, это вот пока мы нормально камеру от третьего лица не вынесли, более-менее культурную, что-то там у него откуда-то торчало. Разработкой главного героя игры, чувака, занимался опять-таки арт-директор компании Rainbow Scissors. Он долго кормил нас прекрасными, совершенно замечательными концептами, после чего разродился моделью. На тему этой модели мы дня два думали, как бы покультурнее ему сказать, что модель полное говно. Потом перестали думать и сказали ему это напрямую. Учтя все наши замечания, он выдал нам вот это. И это жило в игре где-то до конца 2009 года. Дизайн игры в основе своей, ну и вообще большую часть гэгов, большую часть там, всех сценарных находок, кодов, она написана была одним человеком, это Стив Уик. Стив! Он Стив Уик. Нет, блять! Это не Стив! Значит, что вы понимали, дорогие зрители, этот шлемазл Стив, он настолько в своей, блядь, Аризоне одичал, что когда его попросили появиться перед камерой и ответить на пару вопросов, он отказался и вообще перестал выходить на связь с кем бы то ни было. Он просто исчез
в своем, видимо, тоже вот в своем трейлере, как у чувака, вот он там заперся и не выходит. Вот, поэтому вместо Стива на вопросы отвечал другой сотрудник студии Running with Scissors в гриме. Вот, казалось бы, зачем мы его вам показываем? Вы поймите, дорогие зрители, этот вот человек, Тим, по фамилии Ван Болт, это натуральная его фамилия, вот, он настолько прекрасно вошел в образ, что отличить его от Стива, от настоящего Стива, может только очень непосвященный человек, который, видел Стива Уика один раз, и то издали. Так что, я думаю, мы послушаем, что он имеет сказать, тем более, что, я думаю, за долгие годы сосуществования со Стивом он, в общем, знает, что Стив может ответить на тот или иной вопрос. Yeah, I came up with the postal idea one day. I saw a little piece of Swiss cheese and I thought, I'm gonna fuck that thing. So I tried to put my dick in the little hole, but little did I know it was in a mousetrap. So my dick's just stuck in this mousetrap for like 5 days. In that time I had plenty of time to think of ideas, and thus Postal was born. Первый дизайн Postal 3 был поистине прекрасен. Полное отсутствие структуры. 45, блядь, миссий, которые можно проходить в абсолютно произвольном порядке, и из которых примерно половина являлась туториалами. Естественно, и, конечно, там был полный и тотальный фрироуминг. Там было штук 30 видов оружия, еще штук 30 видов предметов, деньги, на которые можно было покупать патроны, покупать бензин для канистры, можно покупать какие-нибудь апгрейды трейлера, непонятно, правда, зачем, потому что, зачем в Postal 3 апгрейдить трейлер? Вот, но моя любимая, самая охрененная фича от Стива заключалась в том, что чувак мог, как бы это сказать, делать добрые дела. Не очень понятно зачем, не очень понятно, кому это все было нужно, но он это мог. Добрых дел было очень много, штук 10 примерно, потому что больше Стив просто не смог придумать к тому моменту. И самым лучшим, самым фееричным, самым прекрасным из этих маленьких рандомных добрых дел был такой Хаймлих-маневр такой. Это когда какой-нибудь NPC мог взять и натурально подавиться пончиком на улице. То есть, вы понимаете, NPC вот берет и давится, блядь, пончиком, сука. А чувак, значит, должен, пробегая мимо, обычно в хаосе каком-нибудь тотальном, в боевке это все заметить, подбежать к этому, значит, несчастному мудиле, подавившемуся, и нажать ему так на грудину, и чтобы, значит, NPC изрыгнул из себя этот пончик и выжил. Вот Стив очень дрочил на эту фичу, он считал, что это вот прекрасно, это подвигает игрока на какие-то добрые дела, на катарсис такой, очищение. So, what is on your mind, Mr. Dude? Один из самых феерических совершенно маразмов Стива заключался в том, что в первом дизайне Постала был такой психиатр натуральный, такой, с кабинетом, там, с диваном, со всей ботвой, вот, чувак к нему должен был там раз во сколько-то приходить, этот психиатр делал ему сеанс психоанализа, значит, вот, спасибо, что не вазэктомию, вот, основываясь на том, что игрок там убивает там кого-то, не убивает кого-то, жжет там бензином или там, наоборот, тазит электричеством. Вот игроку выдавался психологический портрет персонажа с рекомендациями, значит, что делать, как себя вести и так далее, и так далее. Вот. При этом психиатр, это была, по-моему, первая селебрити в игре, это был настоящий такой живой психиатр, реально существующий, такой доктор Зильберман. Нет, зачем же так грубо, зачем же, не надо. Это доктор Далия Кин, практикующий психиатр, у нее даже сайт есть в интернете, вот, она там проводит всякие консультации для лохов, да.
планов тогда на самом деле было просто какое-то нечеловеческое, адское громадье, например. Начиная с того, чтобы игру закончить за 2 года, из которых год еще был нужен на то, чтобы закончить Swashbucklers, вот. А так еще сделать кучу просто всего. В частности, были феерические планы по кросс-промоушену с какой-то деревенской совершенно гоночной командой, которая выступала на каком-то местном аризонском первенстве бензоколонок, например. Вот, были планы по сотрудничеству с какой-то, опять же, местной, непонятной женской киберспортивной, прости господи, командой, которые, должны были носить на майках логотип Postal 3 и при этом появляться в игре в качестве Postal Babe. Были планы по поддержке какого-то местного, опять же, непонятного, совершенно лузерского бойца без правил. Вот. В общем, много чего было на самом деле. Самое фееричное — это, конечно, парадигма о том, как мы сейчас не только все это сами вместе разработаем, но и как мы сами вместе все это адски издадим. Получим лицензию на издание на консолях. Собственно, самостоятельное издание на весь мир, оно фактически остается. То есть Kill является издателем, мировым издателем. Только не на консолях, но сами. Вот. По большому счету, Postal очень такая стрёмная тема. Например, в Германии Postal не имеет шансов выйти на полках, выйти и лежать на полках, потому что слишком немцы боятся насилия, боятся жестокости. USK, немецкое рейтинговое агентство, оно очень консервативно, оно очень, как бы это сказать, сейчас слово вспомню, слово пуританское, не пуританское. Ханжеское. Немецкое рейтинговое агентство USK, оно очень ханжеское. То есть, с одной стороны, очень много что можно для своих, с другой стороны, какие-то вот реально прикольные вещи, какое-то там прикольные моменты игры, они требуют вырезать. Но это бред полный вообще. На самом деле гораздо лучше издавать все это дело на цифре, в основном, в первую очередь. И не бояться никаких рейтингов, никаких, в общем, которые... Цензоров, Дима, блядь, цензоров! Гораздо лучше издать на цифры, не бояться никаких рейтингов, никаких цензоров. В общем, делать все самим, результат будет железно лучше. А тогда мы думали, что сейчас мы тут напишем, куда надо, куда следует. Вот, нам там выпишут тикет, и завтра коробочка там зеленая, Xbox будет во всех магазинах мира. Вот, оказалось немножко не так. А дальше мы поехали перенимать опыт у зарубежных коллег. Мы поехали на конференцию Game Fest, организованную компанией Microsoft в городе Сиэтл. Мотивация была следующая, наверное, основная, что вот мы тут долго-долго работали с PlayStation 2, работали с технологией RenderWare, с технологией уже на тот момент, там, в общем-то, вчерашнего дня. А тут нам нужно как-то быстро перестроиться на новые рельсы, как это, вот, новое мышление, перестройка гласность. Нужен какой-то вот толчок, нужна какая-то отсчетная точка. И тут вот, ух ты, здорово, как хорошо, в конце августа в Сиэтле Game Fest, звучало просто как нельзя кстати. Опять-таки же, это же здорово взять и всем, не всем, но вот хотя бы в количестве там 6 человек, 7, выехать в Америку, в США. Вот. И для многих это был, в принципе, первый визит не то что в США, а вообще за пределы нашей Родины. Вот как вот в советское время любой выезд за границу, возможность приобрести что-то хорошее,
как правило, в обмен на что-то русское, очень русское. Вот. Уже сейчас, в принципе, такая задача не стояла, но в любом случае вот это что-то русское нужно было с собой непременно взять, дабы одарить всех встретившихся нам на пути хороших людей, в частности, компанию Valve, а может быть, заодно и Microsoft, а может быть, еще и там Vince. Ну, в общем, Vince как раз, наверное, меньше всего это нужно было. Вот. В общем, мы поехали затариваться матрешками, балалайками, водкой, ушанками, вот этими, знаете, вот этой вот хуйней, как это называется, такие пилотки, блядь, со значками такие вот. Я не знаю, кто их, в принципе, может носить. Вот. Но народу нравилось. Кстати, что запоминает мозг человеческий, да? Нет, чтобы запомнить там 6-часовое общение в офисе Valve, о том, как работает их гениальный движок, их Хаммер, Гоша там к доске вызванный, который там что-то пытался на английском что-то там выяснить. Вот. Нет, на самом деле мозг запомнил совершенно офигительный стейкхаус, в который все пошли, и Гоша заказал лобстера, не знаю, весом, наверное, 1,5 килограмма. Да, лобстер был охуительным в ресторане. Мне его, конечно, не хватает уже не первый год. Так получается, что я больше в ресторане не ел лобстеров. Какой позор. Я не помню, по-моему, он его не съел все-таки, но был очень доволен. А вот Майк Джей, по-моему, съел таки килограммовый стейк. А потом еще и килограммовый кусочек торта шоколадного. Вот. Что же там еще тут было? Столько всего было. Посещение выставки игровой, которая как-то каким-то боком там оказалась тогда в местном там, политехническом музее об истории видеоигр. Тоже очень кстати было. Конечно, поездка была прекрасная. И мы вернулись и воодушевленные, заряженные на позитив и успех, вернулись к работе над головорезами. И еще на год. Также где-то в это же время... Блять. Где-то вскоре после сдачи головорезов, дорогие наши зрители, наступил непродолжительный такой период времени, который мы называем золотыми годами студии. Вообще, вы помните 2008 год? Какой прекрасный год был? Там чемпионат, мы футбола европейский, ну, не выиграли, конечно, но Голландии надрали 3-е место. В общем, все так хорошо складывалось, что любимый анекдот тогда был, что надо срочно 3-ю мировую развязывать, точно выиграем. Вот то состояние эйфории, оно, наверное, было всеобщим, и в студии тоже присутствовало. Не очень понятно, почему мы называем золотыми годами, потому что... Золотые годы, к сожалению, были крайне непродолжительны. Период этот длился, ну, немногим более года. Medvedev, Pedo Bear, Medvedev, Putin, Medvedev, Pedo Bear, Pedo Bear. I would love to meet those guys. I'd love to put them in the game. We'd make a diving game where you'd dive and find buried treasure. I'm telling you, Putin would be a good, like, the postal dad's brother. Wrestle bears, find No, buried like treasure. The postal dude's Russian uncle. Indiana Jones and the Temple of Putin. Medvedev is more like Uncle Dave. В 2007-2008 годах у нас появились настоящие первые селебрити. Значит, вот, в частности, был подписан такой Рон Джереми, знаменитый
порноактер с 25-сантиметровой пиписькой, такой ветеран индустрии, прославленный человек, значит, ёбарь-террорист практически. That's crazy. Вот, также был подписан, по-моему, тогда был где-то подписан Рэнди Джонс, знаменитый ковбой-гомосек из нашей любимой группы Village People. Oh, sorry. Got a new position. You know, every celebrity's got their own little ballage. And for Randy, when we were working on putting the deal together, he only had one precondition. And that was he didn't want his ass showing in the game. No bareback for Randy Jones. And considering that he's a good friend of mine and a top guy. Well, getting Randy Jones in the game came when I was getting a mustache. Тогда же была подписана модель плейбоя Дженнифер Уолкотт, вот, которая, ну, даже на 2007 это год уже давно не была моделью плейбоя, а была просто, ну, довольно потрепанной жизнью женщиной с большими сиськами, но это никак не остановило компанию Running with Scissors от того, чтобы интегрировать их в игру. Потом появился Ллойд Кауфман, наш любимый кинорежиссер и хозяин студии Трома, производитель всемирно известных трэш-фильмов, например. Также появился, ну, в общем, он практически с самого начала там задумывался, но окончательно появился в игре Уве Болл. Вот, с ним очень легко удалось договориться, поскольку Уве, он всегда на все согласен и никогда ни от чего не отказывается. Появлялись у нас и другие знаменитости. Появилась пародия на Алла Гора, известного защитника природы и члена совета директоров компании Apple. Появилась пародия на Цезаря Милана, ведущего американской программы о животных. Появился Уго Чавес, появилась Сара Пейлин. Разумеется, вернулся знаменитый человек пиписька Кротчи. Ну и совершенно точно мы не могли никуда деться без того, чтобы не вставить в игру Осаму Бин Ладена. Personally, I think good old Ben, I think he was dead a long time ago. I actually think he was flying one of the planes, but that's my personal opinion. As far as him reappearing in the game, you see, like in history, just the same way great people never die, same thing with evil people. So the best thing we could do is keep the evil people around and kill them over and over again. I think that is a cathartic experience. And the Postal Dude playing in Catharsis the City makes perfect sense to kill that prick over and over again. В 2007-2008 годах, я уже не помню, когда точно, вот, у нас появился человек, который отвечал целиком за миссии, за поведение персонажей, за скриптование. С чего все началось? Меня Андрей Белкин пригласил в команду заниматься массовками, то есть разрабатывать модели поведения толпы. То есть в самом начале, на заре Постала, ну или на заре, когда я туда приперся в команду, была идея, что это будет такой огромный фри-роуминг мир, на котором будут люди свободно бегать, гораздо более вольнее, чем во второй части. Все красочно, все свободно, что-то типа GTA пешком. Это был ветеран, то есть он до сих пор ветеран игровой индустрии вообще, и Акелы в частности. Вот. Ну, я хотел фри-роуминг, я хотел как раз насытить игру не цепочкой сценарного прохождения вот этого, а создать процедурный генератор квестов, который бы мир заполнил, который позволил игроку бы бродить, творить беззаконие и постоянно видеть какую-то такую вот ерунду, так как в дейли квесты всякие, создавать такие случайные всплески каких-то событий и предлагать игроку их разрешать.
что в принципе было... Да нет, не было. Мне постоянно хотелось, чтобы был какой-то программист, который работал бы на меня, который выполнял бы реквесты, и тогда руки были бы развязаны, просто рвал бы вперед, рвался. То есть все вопросы бы упирались только или на собственной лени, там, или на собственных неспособностях, неумениях. А программисты, в конце концов, они люди популярные в геймдеве, они занимаются сразу 10 разными делами, и поэтому со временем товарищ, который занимался со мной стоит-машиной, превратился в главного программиста, и потом его начали рвать на части, и я чувствовал себя одиноким и грустным. И поэтому все меньше и меньше мне уделяли внимания, и меньше я был доволен сложившейся ситуацией. Поэтому меня больше и больше ругали. Осенью 2008 года очень неожиданно, как это всегда в нашей стране бывает, грянул экономический кризис. О, ебанул кризис в 2008 году. Да, было мрачно. Несмотря на кризис, начала потихоньку сбываться давняя мечта руководителей студии Thrashmasters, конкретно мечта Андрея Белкина, чтобы выписать, например, на месяц из Америки к нам, значит, вот наших американских друзей. Oh, visits to Moscow. Man, had some crazy visits to Moscow, yeah. Went to Moscow. Как-то вот, помнится, поехали мы к Дмитрию на шашлык, и все так весело, хорошо, едим дома, едим мясо, здорово, водку пьем. А на следующий день мне Майк Джей, значит, говорит: слушай, как же вот так? Такой вот красивый дом, мясо вкусное, Дмитрий целый такой вот, как царь. А туалетная бумага жесткая, как наждачка. Что же он, жопу, что ли, свою не любит? У меня вот до сих пор там, значит, болит. Я очень долго смеялся, как-то на эту тему не задумывался, забыл. А потом, когда они приехали очередной раз, буквально там спустя полгода, я помню, что у Маджея такой огромный чемодан был, мы их там на квартиру отвезли, все, и вот он разбирает его, и что же, Давид, открывает человек чемодан. И первое, что я вижу, 4 рулона американской туалетной бумаги. Между прочим, люди приехали, по-моему, на 7 дней. Нужно поделить количество рулонов на дни, и вот каков же средний расход туалетной бумаги на жопу Майк Джея приходился? Да, и действительно выписали американцев в лице Стива в Россию, в Москву. Это было зимой. Стив здесь дико мерз. Вот. Но возникла некоторая проблема. Вот. Стив, он оказался чудовищным, совершенно нереальным интровертом. Стив не умеет разговаривать с людьми в принципе. Он
даже, наверное, если сидит в одной комнате с человеком, ему проще написать e-mail человеку, чем подойти и что-то лично, значит, сказать. Потому что за весь тот месяц, который он провел в нашем офисе, Стив из сотрудников Trash Masters вот напрямую лично не разговаривал ни с кем вообще, ни по одному вопросу. Он общался только с нашим продюсером Андреем Белкиным, когда тот звал его, например, на обед. Вот. А все остальное время Стив сидел, уткнувшись в свой компьютер, и писал там дизайн-документы, там, делал раскадровки, каких-то кат-сцен, еще что-то полезное делал. Ну, в общем, с людьми он не общался, нет. Хотя даже в таком формате, в общем, выписать Стива в Москву оказалось крайне полезно, потому что в Москве под бдительным оком Андрея Белкина Стив, в общем, сделал сильно больше, чем за предыдущий год в Аризоне, например. Программиста надо, конечно, знать. Если его знаешь, или его пиздить надо, или его нужно привязывать к стулу, или с ним нужно по-хорошему. Миссии тем временем все не намазывались и не намазывались. Люди, которые у нас были, имели свое очень творческое видение игры. Вот меня вот в основном напрягало, что антураж веселости, безалаберности, вот этой беготни там с кошкой постепенно смещается в сторону тактического поведения на поле боя. Вот. Они создавали мир, за которым будет интересно наблюдать, но в который совершенно неинтересно играть. Это, конечно, здорово, но если вот как бы голову отключить, это все отлично. Подошел, пернул, и все разбежались. Вот, по-моему, замечательно. И, в принципе, не обязательно, если у тебя там в руке гранатомет с кошкой воткнутый, знать, что какая-то тетка купила молока и пошла к себе домой покормить ребенка, может быть, это не столь важно, сколь можно засунуть эту кошку куда-то в ее направлении и посмотреть, что она будет делать с этим молоком, там, бегать, там, Это тут уже особенности, наверное, личного восприятия игрового процесса и вообще дизайна игры конкретными исполнителями. И в документе-то этого не было в самом начале. Именно вот эти вот новые моменты, они стали смещать фановые какие-то что фановые-то стали смещать. Вот эту проблему надо было как-то решать. Решилась она очень просто. Люди, которые видели мир, они покинули проект. А которые хотели делать игру, они появились на проекте. Где-то к концу 8-го, может быть, началу 9-го года наш дизайн-доктор, то есть я, начал вчитываться в дизайн-документы и пришел к выводу, что дизайн Postal 3, в общем-то, говно, например. Такую игру вытянуть в полном объеме, Trash Masters и РВС вместе, даже, наверное, с привлечением большого количества аутсорса, скорее всего, никак бы не смогли. Вот. Но если ранее это, наверное, вот это понимание, оно немножко было притуплено вот всеобщей эйфории от происходящего и какого-то, знаете, такого чувства неограниченных возможностей. То есть, да, ну вот это мы сделать не можем, ну ничего, мы наймем больше людей, мы привлечем более высококлассных специалистов, докупим какие-то технологии, ну, как обычно, да, то есть продюсерское мышление, нет нерешаемых технических задач, есть недостаточное количество ресурсов и времени. Вот. Соответственно, а тут вот, представляете, да, резко вам сокращают, ну, как минимум, количество ресурсов, вот, количество времени, оно, ну, в общем, тоже не бесконечное, то есть очевидно, что сроки релиза сдвигаются на не совсем определенный срок, но все-таки, да, они там какие-то должны быть в рамках нашей эры, грубо говоря. Вот. И тут совершенно четко становится понятно, что вот
вот дизайн, который сейчас у нас в нашей базе висит, и над которым там работал Стив, вот в том виде, в котором он себе представляет, он просто, ну, невозможен никаким образом. Результатом всего этого стал огромный, совершенно огромный такой документ с вопросами для Стива, который был написан и который был ему послан. Наш главный гейм-доктор достал катану, лезвие Акамы, и им давай там, значит, все рубить, то есть пытаться вычленить, что же вообще главное в нем, что делал вот третий постул третьим постулом, во что на самом деле действительно будут играть там люди и чего они ждут, а что, а какие фичи при всей их там, может быть, даже классности и новаторстве, ну, либо не поддерживают просто основные дизайн-императивы, либо не являются возможными к реализации в текущей, вот конкретно данной текущей ситуации. Yeah, I first came up with the idea for Postal 3 when I was drawing a whole bunch of penises and male genitalia. One of the nutsacks I drew kind of reminded me of Crotchy, and that actually became the very first Postal 3 design. Well, the original idea was just going to be like a whole bunch of penises and nutsacks. No real point in the game, but there'd be a lot of physics involved. And then Akel was like, "This is stupid, let's make a real game." Вылилось все это достаточно такую тяжелую перепалку с нашими американскими партнерами, ибо как-то расставаться с идеями о прекрасном и далеком, видимо, тяжело. Ну, нет, я могу это понять. Вот вы представляете, вы там написали там, «Войну и мир», грубо говоря, а приходите к редактору, а он берет вот просто у вас на глазах через, там, грубо говоря, каждую вторую страницу выкидывает в корзину и говорит, ну, а теперь вот иди перепиши-ка. Вот, наверное, ну, грустно как-то, обидно. Мы вырезали, наверное, 70% фичей из первоначального дизайн-документа. Вот, мы порезали один из сюжетных путей, который, правда, ничем не отличался от одного из оставшихся двух. То есть, наверное, чем-то отличался, но Стив не смог это сформулировать. Все-таки какой-то, тоже, да, зачатки какого-то рационального мышления на той стороне присутствовали, и понимание, что, ну, наверное, если там все ваши исполнители, да, по сути, вот вся продакшн-команда в один голос вам говорит, что вот это абсолютно нереализуемо, не то, что там до конца там 2009-го, до конца никакого года не получится, давайте это отложим в другой раз и так далее, и так далее. Вот. Ну, в конечном итоге там разум возобладал, вот, была найдена какая-то концепция, ну, собственно, не какая-то, а которая в конечном итоге и стала главным нашим стержнем дизайна. То есть это у нас игра про сумасшедшее оружие и сумасшедшие реакции на него. The feature that's been cut that I regret the most is my foreskin. Стив наконец начал отгружать нам, раскадровки всех этих роликов. То есть, наконец-то мы смогли понять, как он примерно, ну, представляет себе, как он хочет, чтобы эти ролики выглядели. Вот давайте же мы вместе с вами посмотрим и полюбуемся тем, какой был эпический, такой масштабный, такой гигантоманский вижен товарища Стива Уика. Aw, shit! Not you bitches again. What the fuck? Ron's establishment was besieged by a cadre of angry hockey moms on a self-righteous mission to clean up the moral turpitude of catharsis. But they had an Achilles heel, an intense aversion to sticky Kleenex wads. Maybe they were allergic. I pity their husbands. Ron strongly suggested that I launch some wads and drive those crazed MILFs out of his store. Вот, нет слов. Это вот в этом весь Стив.
Стоит тут оговориться, что нормальные раскадровки Стив тоже присылал, и они были, в общем, вполне приемлемыми. По ним вот вы можете видеть на экране, что получалось. We're pretty good shots, what with all the training and all. Screw you, noob, I got badass skills, yeah, I own. Wow, they really suck. I guess video games really don't train you to kill. We going in? Screw that! True, I suppose we could accidentally get hit by a ricochet. Hold your fire! I'm a lawyer. We'll sue the video game companies and get rich. The book and the movie rights will... The hell? They level up? We have taken this evil establishment. We will kill anyone who tries to stop us from protecting our children from this evil brainwashing station. Nobody slanders games in my town. Come on, ladies, we've got hockey moms to smoke. Shit! You still want to go in there, hero boy? Yes. Yes, I do. Поговорим о штопоре. Не тот, который жжет, который как раз не жжет. Где-то к началу 2010 года стало понятно, что, в общем, мы находимся в каком-то глубоком штопоре, если не сказать хуже. То есть мы находимся в такой в глубокой жопе в такой вот, и пикируем еще туда вот все глубже и глубже в такие коричневые глубины. В какой-то момент развития проекта он впал в какое-то, знаете, такое не то чтобы оцепенение, знаете, шестеренки крутятся, там это мотор рычит, масло льется, а машина не едет. Вот, то есть какая-то вот прокрутка идет, а машина не едет. То есть контент создается, все клево, а вот в Postal оно никак не превращается. Надо, короче говоря, принимать меры. Так вот благополучно на небе, я считаю, сходились звезды в конце, вернее, даже где-то в середине 2010 года, что у нас появилась возможность снова добирать людей. Вот, в частности, была нанята абсолютно новая команда скриптеров, состоящая из Димы, Ларисы, чуть позже Арсения, там, Андрея. Последний большой такой драфт. Когда мне предложили эту работу, я, в общем-то, не очень хорошо представлял, с чем буду иметь дело, но очень быстро влился, проект мне понравился. Я даже не поверил сначала. Я подумал, что это фейк. Но оказалось, что она настоящая игра, понимаете? Блять. И я даже у Белкина спросил тогда, действительно ли это он. И он сказал да. Я был горд. Когда я пришла только сюда устраиваться на работу, я вообще не знала, что это будет Postal 3. Но когда мне Белкин, собственно, об этом рассказал, я уже имела представление о проекте, потому что у меня и знакомые здесь работали. Ну, сначала был шок небольшой, я должен сказать. Произошел некий культурный шок при вхождении в коллектив. Об игре я знала только то, что она очень жестокая. На момент прихода готово было чуть больше, чем нихуя. Первое, что меня удивило, это технические задания на албанском, которые висели на стенке. Потом я понял, что разработчики много общаются друг с другом матом. Потом я постепенно вошел в круг и понял, что с этим тоже можно жить. Это был пиздец. Ну, что я могу сказать здесь? Было такое впечатление, что люди просто сидели и занимались тем, что им нравится. Аниматоры рисовали какие-то крутые анимации,
Левел-дизайнеры делали крутые уровни, программисты писали какие-то крутые фичи, и все это вместе представляло из себя кашу этих самых уровней, анимаций, моделей и фичей. Игры как таковой не было. И на то, чтобы превратить все это в цельный продукт, потребовалось, очень много времени и сил. У нас главный челлендж был в том, что технические задания описаны несколько раз в разной документации и часто не соответствуют друг другу, и приходилось очень много додумывать и очень много изворачиваться, как бы так выполнить технические требования и в то же время сохранить задумку сценариста. С предшествующим геймдизайнером я не общался, но слышал о том, что после ухода он добился определенных успехов на поприще инди-разработки, что, конечно, вызывает гордость за наших специалистов. Скрипт-система была гибкая, в ней постоянно чего-то не хватало, но вот потенциал был такой, что вот... Всю его работу пришлось искоренить и переделать заново, потому что она не очень соответствовала тому, что требовалось. Наверное, 95% скриптов было переписано, и еще в несколько раз больше было написано с нуля дополнительно. Русские разработчики часто напоминают муравьев, которые поднимают вес в 20 раз больше себя. Честно говоря, мне нравится геймплей. Я считаю, что люди неплохо поработали. Я тоже. Все миссии уже делали мы новым составом. Делали мы это в условиях постоянного прессинга со стороны времени, потому что постоянно назначались все новые и новые даты релиза, и мы не знали о том, что они не окончательные, были еще молодыми и глупыми. Но в целом у нас получилось что-то цельное и играбельное. Сука, ты меня почти убедил. Я почти поверил в наш проект. Также у нас впервые за долгое время появились тестеры, но уже чуть позже. Блин. В общем, да, мы выходили из штопора. Также где-то в 2010 году свершилась в нашей студии мечта практически любого разработчика. Это иметь собственный пиар. И даже не просто пиар, а еще лучше, иметь собственную пиарщицу, блондинку. Здравствуйте, мои пухлощёкие малыши. Сегодня с вами я и я. Которая сидит в офисе, разбавляет мужской коллектив. Вы не поверите, каково это прийти в студию, где 25 мужчин, и быть единственной девушкой, а к тому же блондинкой. Это весело, но иногда очень обидно, когда надо мной шутит каждые 5 минут. Но мальчики у нас такие миленькие, даже есть Оти, он такой сладенький. Вот. Ну и что там делает, в общем, в плане пиара? Иногда я пинаю разработчиков, чтобы они быстрее делали игру. Например, каждые 10 минут. Но они почему-то не пинаются, потому что они настоящие мужики. И все делают православно, брутально и по хардкору. В 2010 году мы дожили до этого счастья. Вот. А еще они не пинаются, потому что нога застревает в жопе, и деваться некуда ни мне, ни им. Понимаете, какая хрень? Что делать? Есть такой замечательный наш фанат из Германии по имени Роберт Хесланд. Он владеет какой-то конторой у себя в Германии и лимузином. И он на лимузин, значит, засандалил огромное на весь лимузин лого Postal 3. Вот. Но этого ему оказалось недостаточно. Он захотел попасть в игру. И что бы вы думали, он для этого сделал? Он написал продюсеру
игры Postal 3 Андрею Белкину и попросил его об этом. Попросил. А для того, чтобы просьба была убедительней, он пообещал послать Андрею Белкину такой какой-то модный Android-планшет, такой HTC-шный, я вот не помню точно модель. Вот. Более того, он его даже послал, но, будучи дебилом, он послал его на юридический адрес компании Акеллы, и, естественно, этот планшет задержала таможня. Поэтому вот вместо планшета, например, Андрей Белкин получил вот что-то такое, вот, да, вот Андрею Белкину. Но Роберту все равно спасибо, мы его все равно вставили в игру. На какой-то из миссий вы сможете увидеть его портрет. Наняв довольно существенное количество новых людей, мы начали с адской скоростью херачить игру по новому, вот уже актуальному дизайну. Начали скриптовать миссии. И начали, да. Ебошим по новому дизайну, в общем, да. Я даже о чем задумался, а можно ли от несвежего модель прыгать станции? Вот вы. А что, я приебал. Стаканы. Черная метка. А мне приснился сон сегодня, что я, взорвал ту. В общем, так ебануло, и я так прям проснулся. Ой, блядь, это ж пиздец, меня в тюрьму посадили, блядь. Сиськи, да, вот сиськи я уже вижу. Хочешь присоединиться к полиции? Да, нет, да. Ну, голый, да. Короче, надо еще поработать. Да сколько же уже можно-то, блядь?
громогласно объявленную на всех ресурсах дату релиза разработчики, естественно, проебали, мягко говоря. Мы так долго делаем эту игру, потому что я знаю, что вообще, на самом деле, в процессе разработки Postal 3 был целый ряд проблем. То есть Postal-то должен был выйти намного раньше, более того, насколько я знаю, он бы вышел бы раньше, но, как обычно, проблема упиралась в множество факторов, преобладающими, насколько я информирован, были ебанцы, которые препятствовали выходу игры и всячески вставляли палки в колеса. Азохнвей! И действительно существуют силы, которые пытались повлиять и на Postal 3. Именно с этим связана задержка, потому что годы, можно сказать, терялись на том, чтобы перебороть ситуацию. Но все-таки это удалось сделать. И я очень рад, что Postal 3 наконец-то вышел, вы в него сейчас играете. Я в него сейчас играю. Сдача проекта была ознаменована некоторым героизмом, настоящим, не побоюсь этого слова, со стороны сотрудников студии, потому что в компании Акела, вот начиная где-то с кризиса, есть такая недобрая традиция летом ну, не очень хорошо платить зарплату, там, с задержкой в 2 месяца, например, в 3 иногда. Вот. Но обычно все это как-то вот к осени выправляется, и где-то к октябрю, который выходит на нормальный график выдачи заработной платы. Вот. Трудно сказать, по каким причинам, но в этом году, например, в начале ноября, то есть когда проект вот уже сдается, сотрудники еще не дополучили всю заработную плату, например, за август. Вот. Но при этом продолжали адски вкалывать, работать без выходных, например, там часов по 10 в день. Ну, в общем, это было нормально. Сотрудники, в общем, привычные, они справились. Это победа русских людей над врагами, надо всем. Это еще раз доказывает тезис, что русскому человеку все по плечу. Мне несколько стыдно за некоторые технические стороны нашего проекта. Получается немножко не то, что хотелось. Кривые анимации местами, устаревшие технологии движка. По сравнению с Unreal все сосет. Я думаю, по-хорошему, что Постулу бы еще годик разработки нужно. Достаточно насилия в этом мире. Postal 3. Я бы не стал бы называть его так, говном, то есть. Хотя, может быть, и стоило бы. Конечно, получилось не идеально. Ну и в целом геймплей до сих пор еще непонятен. Что это будет за аркада, шутер или еще что-то. В общем, не рыба, не мясо, поэтому не нравится. Я вообще-то подхожу к играм немного с другого ракурса. Я доволен вообще самим процессом. Год разработки здесь мне дал большой плюс к моему чувству юмора, я так считаю. Я получил очень полезный опыт. Андрей Белкин меня спас и взрастил в этих вот покоях его. Все для меня прошло благополучно. Спасибо компании. Нашим дорогим игрокам я хочу пожелать ясного ума, наверное. Нет. А хуй его знает, что там дальше. Наше будущее, оно такое туманное, турбулентное. Я считаю, что у отечественного вообще рынка, я бы даже сказал, не отечественного рынка, а у отечественных разработчиков, в общем-то, очень большой потенциал. Может быть скрытый, может его не всегда видно, но потенциал действительно большой. Я бы их всех застрелил, если честно. Что на них патроны тратить, умрут своей смертью с голоду. Мне иногда кажется, что Трэшмастерс это такое некое
трансцендентальное явление, которое может вот переместиться на другой континент, например, или как-то вот мимикрировать куда-то. То есть это, в общем, такая идея, а идеи, они так быстро-то не помирают. Вот. Но это ладно, это философия. А из лирики нет. Я думаю, что в ближайшие полгода Трэшмастерс еще точно будет радовать людей всяким хорошим, всяческой продукцией. Вот. А дальше там будем посмотреть. Опять же, будущее очень туманно сейчас. Сложно говорить. Туман такой, знаете, плотненький стал, плотненький. Причем еще и коричневатый почему-то вот вокруг нас. Вот. Тяжело разглядеть дальше, чем на полгода. Что ж там за горизонтом-то? Не нужно считать, что я каким-то образом расширяю межнациональную рознь. Нужно понимать, что когда я говорю, что русская команда, русский человек, я имею в виду русских в широком смысле. Русские и другие народы, скажем так, это такие народы, маленькие помощники Санты. Вот, в том числе вот мы можем посмотреть этнический состав в студии Thrashmasters. Там есть люди с цыганскими корнями. Опять же, если вы внимательно посмотрите на Postal 3, там же есть цыганщина. И причем эта цыганщина, она используется действительно к месту. Да, насколько я понимаю, отказались от мысли, чтобы там можно было воровать лошадей, но в остальном куча цыганщины, и это очень близко русскому человеку, потому что русский человек, ну кем был бы русский, если бы не цыгане? Да ничего критичного не было, но взаимопроникновение культур — это очень важно, очень хорошо, потому что, опять же, Postal 3 — это все-таки игра в первую очередь американская, и тут произошел такой фьюжн, когда русский менталитет сросся с таким хорошим, с американским в хорошем смысле этого слова, вот, и тут добавились еще какие-то цыганские нотки, и в итоге получилось то, что получилось. А получилось, по-моему, замечательно. Это настоящая дружба народов, несмотря на происки ЕС. Я уже некоторое время тружусь в игровой индустрии в разных качествах. Лет с 15 я начал заниматься самыми разными вещами, и вот уже практически 15 лет я этим занимаюсь. Поэтому, когда меня спрашивают, что ожидает Postal 3 после релиза, я могу сказать, что, исходя вот опять же из своего опыта, с высоты прожитых лет, исходя из знания игровой индустрии, я могу сказать, что я понятия не имею, что его ждет. Это все что угодно. Postal для Акела — это прежде всего имиджевый проект. Не смеши меня. Пресса наверняка отнесется к нему не очень хорошо. Даже если игра будет хорошая. Игра заебок. Критики будут злобствовать. То есть совершенно очевидно, что вся игровая журналистика будет истекать ядом. Хотя есть, конечно, хорошие примеры. В России вообще русские игры не любят, если это не алоды. Да, мы к этому готовы. Да и вообще мы живем в таком режиме. И, собственно, боюсь, что нас уже ничто практически удивить не может. Postal — это Postal. Здесь взятки гладкие. Это Postal. Что вы хотите? Прибыль, конечно, мы любим и ждем с этого проекта. Хуй с вами, что заработаешь, ребята. Делайте игры побыстрее, блядь. Но главное — это вот любовь к искусству. Это вот действительно игра, которая не просто находится на грани того, что вот называться искусством. Это, собственно, и есть настоящее искусство. В игре есть вот все составляющие для того, чтобы сказать, что да, это вот на века, можно сказать, на века. Задача была просто все мировые, так сказать, аналоги оставить где-то далеко в жопе. И, собственно, они уже там давно.
На Западе, мне кажется, что при правильно выбранном ценнике на Стиме игру будут качать. А игра хорошая, почему? Ну, если бы она была там полным говном, то как бы да, там бы стоял уже вопрос. Я думаю, он будет прекрасно продаваться в Германии. Postal же такой продукт, вот вся аудитория, все эти миллионы, которые купили предыдущие продукты, они по меньшей мере купят новый, и еще всем детям, бабушкам, беременным женщинам и кому там, американским сенаторам, посоветуют сделать то же самое. В общем-то, успех, он неизбежен. Я думаю, что Акелла в определенный момент даже пойдет на такой шаг, чтобы, ну, может быть, через год, через полтора, там, через два, когда вполне логичным образом продажи как-то закруглятся, и чтобы выпустить игру просто бесплатно и бесплатно распространять ее по учебным заведениям, по благотворительным фондам, наверное. Мир будет наш. А потом люди поиграют в игру, и здесь будет полный абзац. Мы делали, что могли. Что выросло, как говорится, то и выросло. Теперь уже деваться некуда. Придется выпускать. Заранее приносим свои извинения. А народ будет просто играть и получать удовольствие. Я думаю, все будет хорошо. Или плохо. Тогда на это тоже можно закладываться. Я даже не знаю, хорошо это все-таки будет или плохо. Но в любом случае, рано или поздно мы все умрем. Так что... Дорогие покупатели, если, играя в нашу замечательную, высококачественную игру, вы вдруг обнаружите в ней какие-то шероховатости, ну, то есть там вылеты до десктопа или там еще что-то, вы не спешите сразу ругаться, вы там, ну, не, я не буду вам рекомендовать поменять видеокарту, там, драйвера, хотя это, кстати, тоже имеет смысл сделать. Вот, вы там на сайтик зайдите, может там патчи какой-нибудь есть. В общем, мы будем работать над повышением качества и стабильности нашего продукта. Хотя мы, в общем, считаем, что и так он практически идеален. Postal 3 – лучшая игра в мире. Enjoy the game. Postal 3 – лучшая игра в мире. Получилось-то клево. Postal 3 – лучшая игра в мире. Играйте, ёба. На этом, дорогие зрители, мы заканчиваем наше повествование и желаем вам приятных часов, дней, недель, проведенных за Postal 3, за лучшей практически игрой в мире, игрой на века, игрой для всех и каждого, будь этот каждый мальчик, девочка, старый, молодой, гой, аид, христианин, мормон, там черный, белый, неважно, это игра для всех и каждого, для абсолютно самых широких слоев населения. Seid gesund, дорогие зрители. До новых встреч. Хочется вам этого, не хочется вам этого. Встречи эти обязательно будут. Будьте счастливы. В рот.